Ноутбук с процессором Intel Core i5 1235U 12 Gen, 16-дюймовым экраном, который имеет соотношение сторон 16 к 10, камерой со шторкой приватности, системой из двух микрофонов и технологией шумоподавления для более четких разговоров, стереодинамиками DTS, а также 16 гигабайтами оперативной памяти и хранилищем в 512 гигабайт. Ко всему, данная модель под названием Tecno Megabook K16 2023 года может работать на одном заряде аккумулятора около 17,5 часов. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. С мая начну разыгрывать уже один смарт в один месяц. Условия конкурсов под роликом в описании, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к новинке Tecno. Полетели. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке из плотного картона, на которой есть надпись Megabook и краткие характеристики модели. Выглядит упаковка хорошо, пакинг надежный. Устройство пришло целое, как и все составляющие комплекта. В коробке можно обнаружить сам ноутбук, блок питания на 65 Вт с несъемным кабелем питания и руководство пользователя. Вес его составляет 1 кг 747 граммов. Дизайн Megabook лично мне импонирует, как в целом и в других моделях от Tecno. Они имеют свой стиль и запоминающийся внешний вид. На корпусе можно заметить зеркальную надпись Tecno с тиснением и надпись Stop at Nothing на прорезиненной вставке на дне ноутбука. Собрана модель отлично, придраться не к чему. Корпус выполнен из алюминия, при этом ноутбук не особо тяжелый для своих габаритов. Открыть одной рукой ноутбук можно без проблем, при этом шарниры хорошо удерживают экран в любом положении. Тест на MacBook пройден без каких-либо проблем. К плюсам отнесу, что крышка с экраном может открываться на 180 градусов. Это особенно удобно во время работы и не только. Далее на корпусе расположили разъем TFSD карты памяти, 2 USB-A разъема версии 3.0, аудиоразъем 3,5 мм, индикатор питания, разъем RG45 под интернет, HDMI версия 1.4, DC разъем питания и полнофункциональный Type-C. Разъемов достаточно, есть и разъем под интернет, и под карты памяти. Ко всему, ноутбук можно заряжать не только через разъем питания DC, но и через Type-C. Далее можно заметить кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, что очень удобно, сканер срабатывает корректно и быстро. К плюсам можно отнести встроенную камеру на 2 мегапикселя с механической шторкой приватности и 2 микрофона с адаптивным шумоподавлением в зависимости от шума окружающей среды. Во время видеозвонков что камера, что микрофоны показали себя на хорошем уровне. Далее, клавиатура имеет цифровой блок и неурезанные клавиши управления курсором. Ход клавиш хороший, звук постукивания мягкий и приятный, печатать на ноутбуке комфортный. Тачпад, который расположили ближе к левой части, под руками не мешается. Сам тачпад достаточно большой, его размеры 130 на 95 мм. Тачпад имеет поддержку различных жестов управления и встроенные 2 механические кнопки. При нажатии на него посторонних звуков нет. Покрытие тактильно приятное. Далее, для вывода звука установлены 2 стереодинамика по 2,5 Вт с поддержкой технологии DTS объемного звука. Динамики однозначно громкие. Если поподробнее, то низкие частоты глубокие и мощные. Высокие звучат отчетливо, а середина имеет хорошую проработку. Для прослушивания музыки, просмотра фильмов, роликов на YouTube и не только данных динамиков будет более чем достаточно. Звучание и вправду качественное, ко всему в стоке есть приложение DTS, где можно поменять эквалайзер в зависимости от сценария использования, а также можно воспользоваться простым кастомным эквалайзером. Летим дальше. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 16 дюймов с разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления экрана 60 Гц и 8-битной матрицей. Соотношение сторон 16 к 10, а соотношение экрана к корпусу 91%. Яркость на 100% составляет 280 люксов, чего достаточно для использования в домашних условиях или в офисе. Рамки не громадные, экран имеет матовое покрытие, исходя из этого бликов нет. Углы обзора в пределах нормы. Подсветка равномерная, цветопередача, как для IPS-экрана, хорошая. Цвета под разными углами особо не искажаются, темные участки отображаются корректно, как и светлые. Цвета в меру насыщенные и контрастные. За время моего использования экран хорошо показал себя, если работать с набором текстов, работы с документами, любой другой работой в офисе или на дому, просмотра фильмов и тому подобному. При этом, если есть необходимость, то можно совершить и небольшие проекты с редактированием фото или созданием иллюстраций. Перейдем к железу. Процессор здесь установлен довольно мощный Intel Core i5 1235U 12 поколения с 10 ядрами, 12 потоками на 12 мегабайт кэша 3-го уровня, стандартной тактовой частотой в 1,3 ГГц и 4,4 ГГц в турборежиме. Видеокарта интегрированная Intel Iris Xe Graphics. За охлаждение отвечает система охлаждения 28
28 Вт с одним кулером, медной трубкой и 4 отверстиями для вывода тепла. Сразу отмечу, что в тех сценариях, для которых данная модель предназначена, ноутбук не перегревался и система охлаждения отрабатывает без каких-либо проблем. Ко всему, при повседневном использовании кулер не слышно. Далее, здесь установлена двухканальная SO-DIMM оперативная память LPDDR4 3200 МГц и на 16 ГБ и накопитель для внутренней памяти стандарта PCIe версии 3.0 M2 4C SSD объемом 512 ГБ. Для беспроводной связи установлен модуль Intel Wireless AC 9560, используется Wi-Fi 5 серии и Bluetooth версии 5.0. Что касается тестов, мы имеем Geekbench 6 OpenCell Score 9919, Vulkan Score 10257, Single Core 1525 и в мультикоре 5077. В Crystal Disk Mark 8 чтение 3447 МБ и запись 2614 МБ, что является хорошим результатом. В PC Mark 10 Extended тест на общую оценку выдал 3552 балла. Операционная система в стоке Windows 11. Из полезных предустановленных функций есть OneLeap для быстрой передачи данных между смартфоном и ноутбуком. И это круто. Летим дальше. Емкость аккумулятора 6060 мАч, 70 Вт-час. От 0 до 50% ноутбук заряжается от родного адаптера питания за 1 час. С 0 до 100 за 1 час 55 минут в среднем. Ноутбук может прослужить до 17,5 часов на одном заряде аккумулятора, но, разумеется, не на максимальной яркости экрана, что очевидно. Но, несмотря на это, данная модель показала отличную оптимизацию расхода заряда аккумулятора. В PC-марке тест на автономность при просмотре видео ноутбук выдал нереальные 8 часов 14 минут, это очень круто, а в тесте Modern Office не намного меньше, 7 часов 45 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости и 50% громкости динамиков уходит в среднем 8% заряда. В играх Super Animal Royale за 1 час уходит 20% заряда. В подобных играх плюс-минус разряд одинаковый, от 19 до 23%. В играх, которые требуют больше производительности, к примеру, в CS2, ноутбук тратит за 1 час 35% заряда. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она, как по моему мнению, адекватная. Из плюсов данной модели я бы хотел отметить большой удобный тачпад, шторка приватности для веб-камеры, приятный стильный дизайн, прочный и легкий корпус, встроенный сканер отпечатков пальцев, кнопки питания, хорошую производительность, качественное звучание и экран. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.